обреченности. Крыши едут от закомплексовки. Крыши едут от напряженности. Крыши едут от злой обиды. Снаряд взорвался, звезда в полыни. Нам в лицо летят осколки. Раздражение, 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 раздражение. Соль растворилась в моем стакане. Во мне не растворяется эго. Размешайте его во мне ложкой толстого покуризма, чтобы собрать воедино себя. Мы будем собирать обрывки. Раздражение, 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 раздражение. Отравление одиночеством. Под красной краской потеет кожа. Гореют звезды святым пророчеством. Вечный кайф, все одно и то же. И вот нас видят одного за другим, но на нашем месте остаются шрамы. Раздражение, 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 раздражение.
Мое почтение вам, господа Тайлеры Дёрдены и прочие культовые обладатели такой ценной для всех нас болезни, как бессонница, расстройство, наверное, скорее. I'm sorry. Люди продолжают покупать магию за деньги, в смысле волшебников, и давать их мне красить. Осталось одного тут перца пролить быстренько. И даже не давать мне красить, это один из совместных проектов с учеником. Чуть-чуть дорисовал понтец буквально. Так, ну что тут у нас? Переходим на... Антон, здорово. Не, то вчера была минутная слабость. Хотя гитара он стоит, вроде бы лет долго. Да. Там. То вчера совсем не хотелось рисовать, а сегодня как бы вроде бы рисовать более-менее хочется. И надо таки доделать, потому что твои уже следующими стопудово. Поэтому в душевности предаваться особо некогда, к сожалению. Вот такие вот ребята. Очень, сука, лютые, если честно, получились крутые. Хорошо в них то, что можно использовать абсолютно не подверженные теории цвета красочки. Ну, в смысле, смешивать очень яркие штуки, получать там все вот эти вот ядово-зеленые рядом с пурпурным, рядом с розовым, прочее. Так, еще рамки, блядь, забить, наверное, с рамок я начну лучше. Потому что сестер уже самому хочется покрасить, если честно. Все-таки такое что-то крупное, массивное, оно утомляет. Ну, в смысле, по скульпту. Иногда хочется какую-то такую витиеватую форму, округлую, с выпуклостями. Порисовать хочется. А так, это сказать, иногда хочется округлость. Форму хочется всегда, а порисовать хочется иногда. В общем, блять, ночная ахинея по классике. Понеслось. Сегодня будет вместо гитарного ростика когда-то записанный ростик. Иногда будет там проскакивать где-то. А вот это что? Нет. Это с какого-то квартирника вообще. Суровая хоботня была. Крыши едут от обреченности. Крыши едут от закомплексовки.
Крыши едут от напряженности. Крыши едут от злой обиды. Снаряд взорвался, звезда полыни. Нам в лицо летят осколки. Раздражение, 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 раздражение. Соль растворилась в моем стакане. Во мне не растворяется эго. Размешайте его во мне ложкой толстого покуризма, чтобы собрать воедино себя. Мы будем собирать обрывки. Раздражение, 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 раздражение. Отравление одиночеством. Под красной краской потеет кожа. Гореют звезды святым пророчеством. Беспечный кольцо одно и то же. Тысяча разумений поживущих. Так, кажется, что именно гримскаловские сестры будут еще более утомительными, чем тысячники. Ну, спасибо, дорогой, обнадежил. Не, меня утомляет не типа количество там, или детализация, или размер, меня утомляет повторяемость. Ну, в смысле, то есть терминаторов я вот, которых перед этим делаю, это был, по-моему, 5-й набор в жизни или 6-й, наверное, 2 или 5-й, неважно. То есть, ну, 30 одинаковых миниатюр, это такое уже немножко подзаебывает. А этих, ну, скоробов тоже, вот, скоробов 40, это, наверное, 4-я коробочка какая-то, или 3-я стопудово. Вот, ну, а техника до неба еще. Это нюансы. Сделал тут потекшие чернила. Сегодня, кстати, на ночь брошу кусочек литника смоляного этого гримскала в антисиликон растворитель, ну, типа жидкость специальная, которая смывается. Жирность, жидкость, смывающая жирность. Плюс прослойку, вот, которая, чтобы детали отделялись лучше в процессе производства.
Вот, брошу маленький, ну, какой-нибудь накрытый кусок. Пускай полежит, посмотрим, как он влияет на нее. На смолу. Чтобы потом уже безопасно работать со следующим. А у тебя, Антон, что там? Что рисуешь? На давней на ней. Я обычно дважды или трижды прохожусь с тем Legion Grab по рамке. Ну, лучше трижды, короче. Блять.
Так. Тут точно все. Хочет летает, а хочет пешком ходит. Блять, надо еще один кислот. Рамки я имею в виду.
Ой, вырубаюсь, сука, уже.
Cyclic Workshop, привет, да, доброй ночи. Ну, собственно, as usual, большинство стримов всегда ночью проходит, ну, либо поздним вечером, переходящим в ночь. Я имею в виду моих именно. Коля старается не убиваться из графика, у него режим, все дела. А я такой лечусь, когда попало. Поэтому доброй ночи, добро пожаловать. Единственный нюанс, что я могу вот так вот сидя уснуть и упав, выколоть себе глаза кистью. В Джокере, в Темном рыцаре в первом. Алексей, здравствуй. Ну, если в краске еще ладно, а если без глаза, то уже похуже. Вспомнился баянистый анекдот про, ну, шутка просто про то, что на солнце в телескоп можно посмотреть всего лишь дважды в жизни. Один раз левым, другой раз правым глазом. Так вот, уснуть на стриме тоже можно дважды. Сейчас, минуту, господа. Мне там надо на 2 минуты отпаду. Chance to contend with me, cause see I kill them all. I could kill them all, it's either me or them. And my blood ain't about to spill it all, cause I'm the hunter, not the hunted. And for an enemy, I guarantee that they don't want me. It's something just that Крыши едут от обреченности. Крыши едут от закомплексовки. Крыши едут от напряженности. Крыши едут от злой обиды. Снаряд взорвался, звезда полыни. На амплитуде театра
раздражение. Соль растворилась в моем стакане. Во мне не растворяется эго. Размешайте его во мне ложкой толстого покуизма. Чтобы собрать воедино себя, мы будем собирать обрывки. Раздражение, 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 раздражение. Отравление одиночеством. Под красной краской потеет кожа. Гореют звезды святым пророчеством. Беспечный кайф, все одно и то же. И вот нас видят одного за другим, но на нашем месте остаются шрамы. Раздражение, 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 раздражение. Хоп, я здесь. Так. Так, красить сегодня. Сегодня хасидскую тактичку новую. Сейчас только быстро доделаю вот этого типа. И пролью. Так.
Так. Вот сука. Так, рефреш. Гражданская оборона, похоже, это и есть гражданская оборона песня, которую я когда-то очень полюбил и перезаписал, переиграл на всем и спел чуть-чуть. А так это и есть раздражение гражданской обороны. Кто бы чего ни говорил, кто бы там как ни относился, ну, на мнение в музыкальном плане других людей мне поебать полностью, потому что мой музыкальный вкус безупречен. Вот, во-первых. Но, во-вторых, я слишком стар, чтобы там вот какие-то клише там вешать, типа там, музыка для абриканов, музыка для философов. Ну, то есть, это авторская песня в такой же степени, как и панк. Причем панк старый, гаражный, который, в смысле, еще прото-панк, скажем так, типа New York Dolls. Ну, я разбираюсь в музыке, поэтому чуть-чуть типа могу под это подкрепить. Ну, то есть, у этого, конечно, были периоды, когда он был близок в сантиметре от зашквара. Связываться с всякими политическими долбоебами. Причем там откровенно такого праворадикального толка. Типа коммунофашисты, там, блядь, баркашовцы, ампиловцы, короче. Самые странные ребята. С 1/6 суши. Бывший. Но в итоге к переходу на level up, то есть к смерти, он дошел таким Иисусоподобным дядечкой с добрыми глазами. Так, кто-то ответил на мой вопрос, а что сейчас? Что это сейчас? Время скида, ага. А мы в прошлый раз его обсуждали, уже, по-моему, отвечали, что на самом деле я бы купил краски, потому что я рисую. Кто-то купил бы миниатюрки, потому что кто-то играет, а тебе предстоит решить самому этот нелегкий выбор. Именно почувствовать себя мужчиной и со всей ответственностью подойти к вопросу. Потому что, ну, типа, это ж все зависит от кучи факторов. То есть я могу посоветовать, в какой цвет покрасить броню, но посоветовать, чем тебе заняться, к примеру, я не смогу. Ну, типа, собиранием, либо покраской заняться. Поэтому, ну, я бы взял краски. Однако это потому, что я ёбнутый на красках, и у меня их очень много. Я их типа люблю просто. Вот, собираю. А кто-то типа всю жизнь играет там непокрашенными какими-то кусочками пластика и тоже радуется, поэтому... Главное слушать зов сердца. Вау, скользкий, блядь. Так, есть своя гаражная группа. Уже нету, я тоже, опять же, слишком стар для подобного дерьма. Это я все дома сам записывал. Группы Манал. Манал, еще раз Манал.
Я сейчас по этому поводу песенку поставлю. Вот последняя песня, которую я в жизни написал много лет назад. Когда группе пришел пиздец, там умер один из участников и все такое, и все такое. Я такой типа: идите нахуй. Ебитесь сами как хотите. Ну и такой раз, и родилось. Сделай горячкой, как брат и сестра. С негорланью с утра до утра. С бутылкой в кармане, с чертями в обнимку. Сутки напролёт, не меняя пластинку. Доктор Пинснер зашел и ушел. Здесь теперь моя сцена, и здесь этот спор. С рок-н-роллом покончено, доигрались, наигрались. 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 Да ты не затирали Sex Pistols и Clash. Вечер как джаз, утро как трэш. Но минус на минус не всегда дает плюс. Я не сплю свой похмельный блюз. Доктор Пинснер зашел и ушел. Здесь теперь моя сцена, и здесь этот спор. С рок-н-роллом покончено, доигрались, наигрались. 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 Доктор Пинснер зашел и ушел.
Еп, так. Оп. Так. Просто на Новый год мне подарят Essential Set. Ну если будет Essential Set, это другое дело, на самом деле, причем, ну, я серьезно, потому что одна из самых крутых позиций по краскам, там просто пиздец сколько нужного будет, поэтому тут уж смотри сам снова, но учитывая, что Essential Set будет очень полезным, и там, ну, нужно будет докупать только всякие специализированные цвета, в то время как все остальное там универсальные, скажем так, краски он будет в себе содержать. Так, ладно, я спать, завтра залик по геометрии и физике. О, блядь, вот это смур, пиздец. Серьезно, чувак, я вот... Удачи, ну, от всей души удачи. Я просто помню вот... Как у Анакондаса еще со школы помню, что люди с оружием вызывают во мне страх и ужас. Так вот, во мне школьные годы зародили какую-то такую унылую хуйню, что вот я до сих пор помню, иду, вернее, сейчас, когда на работу, во взрослой жизни, то есть там сам себя обеспечиваешь, свободный человек, типа вроде бы там звезд с неба не хватаешь, но и все, что нужно, все есть, и все есть, вот. И тут, блядь, видишь бедных детей, которые идут на уроки, а на них, ну вот, написано ненависть, похуизм, апатия и так далее, ну это ужасно. Институт образования плодит рабов, блядь. Ну вот я сейчас озвучил геометрию и физику, мне же тоже как-то так вот захотелось сделать. Вы думаете, геометрию в школе преподают, чтобы вы себе, или физику, там смогли высчитать правильно расчет там давления, оказываемого на балку, если вы будете себе полочку делать? Вряд ли. Задумайтесь над тем, что из 1000 чуваков, которые будут делать успехи в физике, рано или поздно появится 1-2, которых хватит с головой, чтобы создать что-нибудь настолько пиздецки разрушительное, все окупится, вообще с лихвой окупится, все вот эти вот школы, учителя и прочее, универы. Исследовательские центры. Извините. И вот когда мир будет складываться в гармошку, кто-то будет кому-то второму доказывать. Я же говорил, не зря, не зря. Видишь, какую хуйню придумали. Всем пиздец. Теории заговоров на канале Rasta Paint. Страничка экспериментального юмора. Скандалы, интриги, расследования. Некоторым в институт после школы идут еще 4-10. Ну да, я понимаю, как бы я закончил гимназию, одну из самых престижных у себя в городе. И потом закончил престижный факультет журналистики, так что, типа, понимаю. И вот насчет универа я скорее, ну, то есть как, мне было заебись и в школе, на самом деле. Потому что мне как-то легко давалось более-менее именно перечень определенных предметов. Поэтому все учителя видели, что я типа стараюсь. И как-то они так типа, блин, особо не налегали, там, не ебали мне мозги, если я там, к примеру, был
лучшим по истории в классе, то физичка, конечно, там иногда выебывалась, но скорее это. Ну, у нее болела душа по поводу того, что я вот, допустим, в истории лучший, а в ее предмете типа хуйнаный. Ну, какое-то как профессиональное неуважение, как будто типа такого. Ну, кто ж виноват-то? Так вот, и остальные особо не заебывали преподы. Ну, и потом еще даже медальку мне дали в школе. Зачем-то, блядь. Вот, но школьный процесс обучения, он ебанутый абсолютно. Универ все-таки другое дело. Универ это все же более узкая специализация. Универ это огромная доля самообучения. Универ это, ну, типа, скорее школа жизни такая взросленькая. То есть, ну, руками и ногами за универ надо, потому что надо. Ну, опять же, смотря какой, смотря для кого и смотря что потом делать. Я, допустим, поступая на журналистику, знал заранее, что я не буду работать журналистом, просто мне, типа, занятная хуйня, короче. Ни о чем не жалею. Чего нельзя сказать о нашем декане. Ну, единственная штука, я сторонник того, что если поступать в университет, то обязательно в другой город и обязательно прохавать всю студенческую жизнь, ну, именно в общаге, либо там на съемной хате, но не с родителями. То есть, ну, я слишком люблю своих родителей, чтобы с ними там еще, особенно в такой период жизни, как когда заканчивается школа, начинается, сука, ёбаный хаос. Это, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, некоторые умудряются еще в школе быть максимально свободными, но все равно в универе как раз, блядь, ну, и сдерживать себя в универе, там, чтобы не расстраивать родителей, приходить когда попало, там, блядь, прочее, это, ну, как, блин, не знаю, сублимировать, неправильно сублимировать одну энергию в другую, типа того. Там надо гореть так, чтобы аж, блядь, гай шумив. Чем, собственно, мы и занимались. Азазо. Ну ничего. Интересно, найду ли я одну фоточку сейчас? Именно мистер Великий Мистификатор. Вам эта фоточка ни о чем не скажет, просто меня замкнуло. Бля, где жена? Блять. Суровая хуйня. Очень суровая хуйня. Ого. Так, нахуя это у меня, блядь, делает?
Понятненько. Да, насчет института, единственное, кому я очень сочувствую, это медикам. Потом, конечно, пиздец, это их интернатурой. 4 года. И правда 10 лет. А чё 4 ты указал? Ну, типа, если без бакалавра, да, на специалиста просто. Потому что я когда учился еще, по-моему, даже особо и права выбора не было. Ну, типа, было, наверное, но это как уйти из... После 9 класса из школы в техникум, типа такого. Сука, вот сейчас сижу так и внезапно флешбэк такой, ну не флешбэк, даже мысль смурная такая, блять, а если бы завтра в школу нужно было, и правда. И 2 зачета еще по физике, по геометрии, я хуею, не. Меня бесило, что в школе, ну, преподы, учителя, почему-то считали меня намного умнее, чем есть на самом деле. Соответственно, сука, требовали именно так. По-моему, типа, просто связанная речь и не пить из лужи, этого явно маловато, чтобы быть, типа, умняком таким. Тем более, мне кажется, циклоп это, ну, перефразирую немножко твою фразу. Некоторые в институт идут, я думаю, сейчас, ну, как бы некоторые не идут, а все остальные именно идут, да? Ну, наверное, я так думаю. Типа, повально. Ну, в принципе, это резонно, потому что, наверное, в советские времена, типа, если там парень либо девушка не хватали звезд с неба насчет учебы, то все равно не могли быть уверенными, что, кончив там технарь или бурса еще была, ну, они типа будут работать на каком-то предприятии, там чуть-чуть выслужиться, чуть что-то, но даже там зарплата какого-то рабочего, она была спроможна. Хоть на щось. Ну, а сейчас, само собой, там прямо пропорционально связано, хотя это тоже заблуждение на самом деле. Но все связывают, типа, наличие высшего образования и умение зарабатывать деньги. Вообще похуй. Если разве что только типа тянет вести далее научную деятельность, там исследовать микроорганизмы, ну, в смысле, там по специальности что-то делать и по научной стезе идти, то ладно. А остальное... Так, все, этот братка тоже готов. Говорит, отпустите, моя остановочка. Хватит мучить. Отлично, отлично. Обожаю собственные миниатюры, ну, в смысле, как я рисую миниатюры. Близок к Богу.
Так, там просили быстренько видосик коротенький с ними снять, обзорный. Чем сейчас быстро и займусь. Yep. Блин, зачем я это сделал? Тормоз. Так, сейчас я случайно ёбну по микрофону и будет беда. Ладно. Подтяну эту херню сюда. Ой, вей, блять. Хуя себе приклеил. Птичья личность. Один из сорков очень просто такой клювастый с крылышками. Блин, какой же сейчас кайф насчет аппаратурки. Ну, в смысле, там девайсов, гаджетов и прочих умных слов. Если бы мне в моем детстве сказали, что я смогу абсолютно просто записывать видео в 4К. Во-первых, я бы еще не знал, что такое. Я не привык, камера висела там, теперь висит здесь. Я смотрю, как дебил в стену весь вечер. То, короче, я бы не знал, что такое 4К, во-первых. Во-вторых, нихуя бы не поверил. А тут, блин, уже и... Отлично, отлично. Да, неплохо. В комплексе, так сказать. Хорошо смотрится. Достаточно. Сейчас продолжим.
Так, перекурю пока. Вжух. Connected. Привет. А, блять, рыбка еще. Так. Так. Источник медиа, да. Локальный. Это не тот видос, блять. Хорошо, что будет какая-то кормушка не казалось. Это болгарка обрезал замок. Хочу просто этих типов показать в нормальном качестве. А Гармштайн такой, сука. Суровая хуйня была. Ранее в этом году. Нятненько. В этом году, блять. Вот они. Абсолютно просто записывать видео в 4К, которых я бы еще не знал, что такое. Я не привык к камере Силакан, который висит здесь.
синее свечение от лампочек. У одного этих вон занятно. Да, кстати, выключить эту хуйню, блин. Итак, с этим покончено. Внутреннее удовлетворение переполняет меня. Да, они, конечно, времени что-то отнимали. Итак. Теперь порисуем новую тактичку хаоситов, которая еще не успела подзаебать своим присутствием во вселенной, поэтому в основном радует. Так, рубрика Римана. Рубрика Римана же защитила от мутации. Почему тогда у некоторых магов все равно по несколько рук и других отростков? Так она что мета. Там под видом защиты все равно был какой-то изъян в генокоде. И типа получается эти руки, они даже половина из них нематериальные. Это дух типа. Вот, например, что меня в целом веселит всегда. Вау. Ну, сама рука вот материальна. В смысле телесная, да, какая-то. А здесь вот типа дымок, которым она перезаряжает. Короче, болтер. Прикольно. Поэтому, конечно, хер знает. Я по бэку как-то так знаю, что Магнус не предавал, и все. Пацаны рассказывали, и все. Но вопрос интересный. Там же в этом и была, наверное, интрига, которая так любит Дзинч. Под видом чего-то полезного подсунуть. Чего-нибудь не очень. Вряд ли бы он такую возможность кого-то развести упустил бы. Тем более настолько нужных ему персонажиков. Величайший тролль именно.
Тем более у них там это... Сейчас вот сижу, продолжаю думать эту тему. У них же дзангоры эти. Полукозлы, полуптицы. Очень не похожи на людей. Хотя, видно, изначально были гомункулоподобными. Наверное, людьми-то даже, скорее всего. И вообще, может, это не с помощью знаний себя примодифицировали, а не при помощи магии. Как стал выглядеть, когда нашел немножко знаний? Запрещенных в большинстве миров Империума. Кошки. Не задумываясь. Однозначно кошки. Если это психологический вопрос. А если это про миниатюры, то не знаю, о чем ты. Но, скорее всего, я предполагаю, вот это вот типа Star Wars или Star Trek там. Тем более у нас имеется член семьи в виде кошки с женой. Но она не очень любит людей. Кошка, в смысле, не жена. Хотя, за что их любить-то? И жена может недолюбливать. Это. Она себя ведет как собака, то есть она подпускает меня только и жену. Все остальные посылаются нахуй и им вырываются гланды. Но лучше об этом не кричать, потому что сейчас мы услышим царапание в дверь, и тогда нам пиздец. Зайдет только еще про меня тут, блять. И все. Так, черный.
Так. На шлем Т-60 похож, если я не путаю. Т-60. Хз, ну, типа, это маркировка шлема именно в Вархаммере. Или ты у танки реально существующим. У них шлемы прикольные вот эти, ну, такие именно агрессивно выглядят.
Так. А теперь я, наверное, понял. Ты имел в виду этот фоллаутовский. Потому что я вот сейчас загуглил, посмотрел. Ну да, похоже, правда, кстати. Так, что такое поставить, блин, потому что эти песенки очень хорошие, но очень заебали.
Кстати, Циклоп, это, раскрой интригу насчет вопроса про котов и кошек, блять, котов и собак. Ну и Ирл, типа, in real life, я понимаю, да, такая. Почему тебе это интересно? Не, ну если типа это, то ладно, неважно, просто неожиданно так коты или собаки. Ну, на самом деле собаки крутые тоже, но все-таки типа, ну, они требуют намного большей вовлеченности в процесс воспитания, там, выгула и так далее, и так далее. То есть, ну, кошки типа няшные. Ну, еще мне кажется, типа, собаке все-таки счастье, это если она в своем доме в частном каком-то, там, где есть двор, есть, блядь, куры ходят и так далее. Можно побегать, порезвиться, а дома, ну, не знаю. Особенно если это что-то большое, то тут само собой. Одни мучения. Как я теперь понимаю, очень охуенная группейка, вот это вот, ну, типа, они из того же города, типа, в котором я жил, еще с родителями жила из Днепродзержинска. Это как в Киеве Белая Церковь примерно, ну, только крупнее намного, в 9 раз, ну, по расстоянию я имею в виду. Тоненько, Циклоп, круто. Ну да, действительно, блядь. Сначала понаписывайте это, задавайте вопросы, а потом еще интересуетесь, почему заинтересовало. Полностью понимаю, резонно. Так вот они играли, типа, а так как, ну, в самый бум расцвета всего этого нью-металла. И, короче, сейчас так слушаю, спустя дохуище лет, то занятно. Это самый сложный период, получается, у любой группы, я так думаю, процентов 50 групп, которые пережили выпуск первой эпишки какой-нибудь, либо там первой записи демо, и не остановились, а продолжили дальше записываться, они, ну, типа, продолжают
машинально накапливать материал, сочинять песни и так далее. А если группейка обломалась там в какой-то момент на записи, на первой особенно, то начинается какой-то разброд и шатание. Поэтому в нынешних условиях довольно справедливо писаться дома, потому что это дает полную свободу. Если раньше это технически невозможно было по-нормальному сделать, то теперь опыт, уши, руки и вперед. Ну, для уровня демо-записи вполне подходит. Выпил за вокально-инструментальный ансамбль Минерва. Сука, ломаные такие. Охуенчик. Так, не, нужен Селестра, этот слишком. Не знаю, о чем эти тексты, но запоминается и все такое. Слишком уж образно, как по мне. Ну, типа, такая обо всем и в то же время ни о чем.
мыслят крупными формами. Там можно бы, ну это, ну насчет добавить строку с названием того, что играет, но играет здесь у нас все равно всегда одно и то же. Это я сейчас типа просто будучи точно уверенным, что за это не прилетит никакой страйк. Ну потому что типа группа локальная. А так у нас все время играет одно и то же, и это там 30, наверное, там или 40 треков, которые проверены. Ну и тех, кто типа смотрит стримы, их уже, наверное, выучили наизусть. Ну я точно, типа, уже так именно аж глаз подергивается. Ну в целом, да, фишечка нормальная, там полезно. Особенно, ну, типа, я пытаюсь чуть большую роль придавать музыке на канале, в смысле, что типа там как-то так, то там про альбомчик какой-то расскажу, то еще что-то. Такие очевидные отсылочки к группе Toll, которую только недавно пытался послушать, но и в отличие от Минервы, которую сейчас слушаю, типа нравится вот, на данный момент. In real time прям. Вот, то Toll, блядь, что-то совсем пиздец. Мы с ними выступали там несколько раз, и они как-то звучали, ну, типа, блин, тяжело, но хоть там немного мелодично. Послушал недавно что-то в голове у меня изменилось, наверное. Так, надо. Да ты шо, тут, конечно, всяческого много. Блять. Остались такие оцифровочки, которые... Чтобы такого бы... Качели. Прелестно. Так.
Она вчера была как сука, сегодня нежна. Она ласкает языком лезвия ножа. В ее закрытых глазах колышется хмель, и каждый мужик для нее лишь кабель. Она откроет дверь ногой, станет позу на стол, под свист его начнет плясать, пока не будет ногой. Самый сильный наркотик, двухместная кровать. Она не может жить как леди, ей на леди плевать. Рок-н-ролльная мать, рок-н-ролльная мать. Она зеленое стекло, лежит как шоколад, и каждый третий вошедший в нее был солдат. Каждый пятый не помнил, где и когда. Ей наплевать, тут и такое не нужно именно. Секс на углу, секс на ступеньках, секс на крышах домов, секс в грязных ботинках, но без штанов. Секс в нулевом состоянии, когда тянет блевать, и проходящая дама не может понять сумасшедшую, блядь, сумасшедшую, блядь. Ее любимая книга «Маркиз де Сад». В ее словарном запасе отборный мат, и на левом плече стоит печать рок-н-ролльная мать. За Сашу кладбище. Ща. За Сашу кладбище, скорее всего, нет, потому что, ну, то есть, в чем штука? Страйк — это наказание за использование, несанкционированное использование лицензионного контента. То есть, если группа записала альбом, живя там в Бельгии где-то, чуваки записали альбом, то права на этот альбом им не принадлежат, как это не парадоксально. Это, ну, это их песни, есть смежное право. Однако, ну, типа, если они уже подписали контракт с одной фирмой, издающий, то даже что там, блять, какой-то автор написал текст, музыку и все, но на следующий день придет и скажет: пацаны, я типа ухожу, то им скажут: не, иди нахуй, типа, ну, остаешься, и пристегнут наручниками, и на срок контракта он будет по-любому обязан работать только с этой фирмой. Группы, ну, которые типа просто пишут, потому что пишут и все, ну, которые кайфуют от музла, но никуда там особо далеко не это, пока еще не доползли, то ну, некому просто предъявить. Вот, потому что это не личная YouTube инициатива, это именно заявки от фирм правообладателей приходят, и YouTube присылает. Что... Просто у нас недавно, ну, полгода назад, на 3 месяца прикрыли стримы за Рамштайн. А ты имеешь в виду тот проект, который там что-то типа такой Dark Country, да? Наверное, у этого есть какое-то более музыкальное название, но я типа не это видел фотки, потому что это с концерта. Но тем не менее, надо заметить, что даже эти, ну, многие сейчас просто даже начинающие группы, но которые более-менее серьезно подходят, там чуть ли не частного предпринимателя, блять, оформляют, неправильно делают, кстати. Ну, они могут, типа издаться на каком-то лейбле и, ну, типа, тогда может и прилететь. Вот. Ну и на самом деле страйки, которые приводят прямо к плачевным последствиям, они очень-очень редко происходят. И то нужно 3 таких предупреждения именно серьезных, а так почти, ну, обычно всегда все обходится, но если вдруг не фартанет и не обойдется, то будет типа прискорбно, потому что монтировать ролики и потом выкладывать это пиздец долго и сложно. На стриму так сел, порисовал. Вот, и, короче, обычно прилетает за что-то там совсем такое, там, ну, вот,
В частности, за Рамштайна тогда прилетела, наверное, отчасти еще и потому, что это был клип Deutschland, нашумевший, скандальный и прочее. Может, поэтому хз. Но если это и есть Саша Кладбище, например, и у тебя сейчас под рукой есть архивчик с песенками, ты можешь скинуть. Я поставлю, в принципе, я уверен, что типа все нормально будет. Был любопытный когда-то пример из всех этих авторских прав. Познакомились там с чуваком, в общей компании бухали, но чувак именно настолько эмпатичный, то есть, с ним общаешься час, и такой думаешь, блядь, такое ощущение, что ты по всю жизнь его знаешь. Какой-то такой, располагающий, очень к себе, приятный вообще, и все такое. И он, играл в группе, играет, надеюсь. Вот, начали там, поставил клипец, там такой тяжеляк прикольный. Вот, я говорю, нам как раз музыка для канала, давай, если что, мы вашу поставим. Ну, да, нормально. Я говорю, а с правами вы там где-то издавались, кто-то там предъявит? Ну, то вроде не, но у нас там вокалист занимается, я на гитаре, все такое. Я думаю, все окей, будет нормально. Поставил, прилетело. Хуй пойми от кого. То есть, это ничем плохим не закончилось, но, сука, факт любопытный. Очень скоро. Понять, что все возможно, цепляясь осторожно за облака. Их такой он романтик, тут Рустам, который сейчас поет. Меня прямо пронизывает это. Такая легкая меланхолия. Не поняв, откуда берется это чудо и нафига мы строим чьи-то планы, читаем телеграммы. Аж захотелось пойти жену обнять. Такая грустная песня, сука. Я стал ранимой сучкой. Представляю. В постели. Снег растает подождем, крыши заиграют. Когда наступит вечер и соловьи, как свечи, будут нам петь и звездам улыбаться, и смехом заливаться, ярко гореть, и ничего не надо, ни слов, ни шоколада,
Короче, подводя итоги тому, за что может прилететь страйк, типа, точно он не прилетит именно только за эти группы, в которых я играл сам, к примеру, поэтому их, ну и ту музыку, которую я сам писал, поэтому ее я всегда ставлю с удовольствием, потому что я самовлюбленный нарцисс, во-первых, во-вторых, потому что песни охуенные и так далее. Но обычно отмазываюсь и прикрываюсь безопасностью. О. Вот эта фраза последняя, типа того, она, возможно, я параноик и, ну, типа, сам себе напридумывал, в смысле, но она раскрывает человека, который знает больше, чем хочет казаться, что знает. Типа того. Прикольно. Хотя, возможно, еще ты упомянул сейчас именно Сашу Кладбище, потому что имел в виду все вот эти косплейные их дела по Вахе. Да, судя по всему, так и есть, я что-то сразу не сопоставил. Заряжай папиру, брат, мы затянем этот яд, и на пару часов телу станет легче. За окном бегут столбы, а во рту не хватает слюны. И так прикольно орать под стук колес эти песни. Сколько лет мы тянемся за паровозом вслед, и сколько раз мы уходили в темноту, но Бог нас спас. Сколько зим мы проводили в обществе дешевых вин, и сколько еще перекрестков, поворотов и сброшенных на счастье монет. Ведь дороги ведут туда, где свет, дороги не сбывшихся побед, дороги как облака в никуда, дороги взлетевших поездов, дороги стертых каблуков, дороги награда за любовь и плата за жизнь.
Так, ну да, у них просто, короче, это... Есть, ну, целый большой проект там, с кучей серий, как сериальчик такой, типа, комиссары недобитки. И вот там, да, провал. Все, провал. Давай, тогда спокойнее ночи. Я уже тоже, наверное, скоро буду идти, потому что затянулась. Спокойной ночи, заруливай. Ты не отыщешь нас даже при свете луны. Мы навсегда в траве, вкопанные в горсть земли. Пламенем косы плетет вокруг нас огонь. Тепло, тепло, вместе с дымом души уносит, и нам уже все равно. Помеха нет, хватит в кругу места всем. Мы коротаем смерть с мягкостью трав и колен. К берегу липнет туман по воде, как и мед. Легко, легко, это значит время пришло и зовет. Заверни душу в трубочку, зазвучит жизнь как дудочка. Дым уйдет, мир останется больше прекрасный, жестокий и опасный мир. Карусель вертится, люди, вода. Карусель вертится в никуда. На глубине 3 веков мы обретем свой дом, прогнивший от сырости гроб. Черви, друзья, нам откроют пустые глаза, и увидим, как вспыхнут костры на кругу, и споем вместе в дудочку, завернув душу в трубочку. Жизнь придет, смерть останется там под землей для того, кто не знает, что карусель вертится, мир никуда. Карусель вертится, души вода. Я попишу тебя папиросы, девочка из племени крыс. Твои глаза всегда под вопросом, когда ты таинственно молчишь. Я помогу тебе скушать коку и наложить на тело беленький грим. Я уберу из тебя все вопросы, я запущу тебя в голову дым, 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 дым. Дым, 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 дым. Святая мама целует мне щеки, я знаю это любя. Собака нюхает мои ноги, которые не мылись уже 3 дня. И ты взлетаешь над мятой постелью, а за тобой нарисованный Крым. Ты говоришь, извини, я не вижу, а я отвечаю, а я пустил себя в голову дым, 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 дым. Дым, 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 дым.
хвост ушел тебе в нос, и от прихода ты закрыла глаза. Второй стер время в твоих мозгах, и ты сказала, так жить нельзя. Третий разбудил в тебе то самое чувство, свободное пространство или страх темноты. Четвертый оказался на славу тяжелым, и ты поняла, что всегда в голове у тебя будет лишь дым, 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 дым. Дым, 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 дым. Мне жаль, но ты не знаешь, о чем поют струны, которые в тебе. И мне надоело носить с тобой шубу, особенно когда мы в тепле. Ты все читала меня как повесть, а я читала тебя как роман. Теперь я накурился, я свободен, и я для тебя наркоман. На-на-на. Я для тебя дым, дым, дым. 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 Люди сначала живут, люди затем умирают, а я живу вечно. Ты спросишь, почему? Потому что я Дункан Маклауд. А я живу вечно. Ты спросишь, почему? Потому что я Дункан Маклауд. Люди куда-то спешат, все время чего-то желая, а я смотрю в небо и жду тишины, потому что я Дункан Маклауд. А я смотрю в небо и жду тишины, потому что я Дункан Маклауд. Когда-то у меня был друг, нас вместе на фронт провожали. Мой друг не вернулся с войны, а я да, потому что Дункан Маклауд. Мой друг не вернулся с войны, а я да, потому что Дункан Маклауд. Когда-то у меня была ты, была, а потом перестала. Но я мог бы для тебя умереть, но я жив,
Потому что я Дункан Маклауд. Я мог бы умереть для тебя, но я жив. Потому что я Дункан Маклауд. Слышу чьи-то шаги, кто-то меч в темноте обнажает. Но я не боюсь, я видел в кино. Останется только бензиновым лужам, асфальту, а чаще грязи. Мимо витрин пешеходов, послушных бродячих, собак и машин. Ходят в оковах души календарю послушный, их синдром неизлечим. Словно игрушки в чьих-то детских жестоких ручках мы от обиды кричим. То ли о себе, то ли о любви, то ли об огне, спрятанном внутри. Подними глаза, ты увидишь свет, тают облака. Слушай мой секрет, движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Спорить, не строить, удача как сдача за то, что когда-то любил. Средневековье в компьютерных матчах, а цели одни. Скомка в лист капустный всунуть кому-то вкусно и предвкушая прилив. Знать, что придет расплата в небе, рванет граната, слышишь раскаты. Ты не один, ты не один, ты не один. Опрокинь башку, видишь этажи, трубы наверху, плюнь, они мертвы. Выше труб гроза, выше труб поют, рвутся облака, божественный салют. Движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Движение заметно лишь наверху. Слушай мой секрет.
чашки, вышвырнем все маски в окно. Давай, взрывай, и после 3 июля дай. Ты будешь будто, а я создам себя рай, рай, рару, рару, рай, рай, рару. Давай, сжигай, и пепел по ветру пускай, пускай летит, о прошлом сердце не болит. Какие дамы съедают нас глазами, но эти дамы не слепят и 3 букв. Ты осторожно кривляешь их как можно, устраивать им суд. Она не знает, о чем она мечтает, тает. Ее подруга давно сошла с ума, а мы-то знаем, по городу шагая, что к нам пришла весна. Давай, взрывай, и после 3 июля дай. Ты будешь будто, а я создам себя рай, рай, рару, рару, рай, рай, рару. Давай, сжигай, и пепел по ветру пускай, пускай летит о прошлом сердце. Сердце не болит. Итак, ребят, на этой оптимистической ноте я таки буду заканчивать и отправляться ко сну. Спасибо всем, кто смотрел, сколько смотрели. Концовочка всегда как-то смазанно выходит. Всем спасибо, удачи, пока.